Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп с мая по декабрь по месяцам на 2023 год. Юпитер в Тельце с 16 мая, и это совершенно другие энергии, нежели в первой половине месяца. Словно огненная энергия столкнется где-то в момент перехода с энергией земной. Это по Тельцу у нас какой-то порядок, уже стабильность, в чем-то мы хотим определиться. Безусловно, как в отношениях стабильности хочется. Или понимать, кто моя команда, да, или кому я могу доверять. Финансовые вопросы. Так и если мы говорим по Юпитеру, который находился первую половину месяца в Овне, а Овен это у нас решимость, это где-то внутренний импульс, это экспансия, это рывок. И здесь на стыке этих двух энергий может происходить словно разрыв какого-то шаблона. Мы можем узнать какую-то тайну случайно, или перед нами словно высветится какая-то реальность. Мы могли думать или предполагать что-то одно, а здесь мы увидим, что есть по факту. И отчасти вот этот разрыв шаблона, он как раз может быть где-то болезненным. Давайте узнаем, что думают по этому поводу карты. И мы достанем по одной карте на месяц. И первый месяц у нас будет как раз май. Вот то место перехода этих двух энергий. Надо сказать, что для вас, мои дорогие скорпионы, как раз в целом год очень продуктивный. Для вас больше плюсов. Итак, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Что у нас в мае? Сияйте как звезда. Самое главное, знаете, думать на высокое. Или взять себе словно план не на один какой-то день или месяц, а именно лет на 10-20. Наверное, как по Плутону. Если мы словно какой-то для себя план максимум задаем, это мы как уже формируем ментально свою какую-то новую реальность. И по этой карте ведь возможно все. И, наверное, как Эйнштейн сказал, все в мире является энергией. Энергия лежит в основе всего. И если вы настроитесь на энергетическую чистоту той реальности, которую хотите получить, то вы получите именно то, на что настроена ваша чистота. Это не философия, это физика. Альберт Эйнштейн много лет тому назад сказал. И вот для вас это просто как кульминация, правда? Видеть, наверное, а вы, мои дорогие скорпионы, вы очень интуитивные люди. И для вас правильные мысли, понимаете? Вы мысль свою материализуете намного быстрее, чем вы, возможно, это предполагаете. И поэтому в себе не сомневаться, это уже 1000%. И правильно думать на какой-то длительный период по Плутону, повторюсь, на лет 10-20 для вас будет важно. И для кого-то ведь это может быть как осуществление каких-то бизнес-проектов, для кого-то получение должности, для кого-то написание диссертации, для кого-то эмиграция может быть далеко, для кого-то из вас это стать медийным человеком и быть популярным, у кого-то книгу написать, ну, все что угодно. И нет предела как и совершенству, так и нашим желаниям, и, возможно, все. Вот как задел, наверное, до конца года, да даже не до конца же года мы говорим, лет на 10-20. Вам в мае нужно с чем-то будет определяться и ни секундочку в себе не сомневаться. Надо сказать, если перенесем эту карту на нашу земную жизнь, могут быть какие-то задержки, могут быть какие-то проволочки. Все-таки карта подразумевает расстояние. И здесь буквально у кого-то, может быть, придется совершить поездку, куда-то поехать. Так и может быть расстояние по времени, когда что-то задерживается. Давайте смотрим июнь. Шикарно.
21 старший аркан. Знаете, у вас два старших аркана. Когда они выпадают, это значит не совсем тут мы в собственной власти, а мы во власти высших сил. И ведь это очень добрые карты, что одна, что вторая. Значит, пространство вам будет помогать, мои дорогие скорпионы. И 21 старший аркан. Здесь и лавровый венок, это вот как сияете, как звезда я говорила, так и наши почести, заслуги, получение результата, получение денег, переезд, опять же повторюсь, работа может быть посредством интернет, популярность посредством интернет, по двум этим картам проходит. Значит, у кого бизнес, надо о себе как-то так шире через интернет заявлять. Или если вы хотите, ну тоже вот взаимодействие какое-то с миром, оно предполагается, опять же, и по карте звезда, и по карте мир. Нам могут что-то предложить, новые перспективы могут открываться. А может быть еще и словно мы итоги подводим. Все же 21-й последний аркан, и как будто новый задел на будущее или какая-то новая идея может к вам прийти, или может быть новое предложение, предложение по работе, получили одно сначала или с чего-то вы стартовали словно, и постепенно так ситуация развивается, что еще новые какие-то перспективы и возможности перед вами будут открыты в июне. Смотрим, что у нас в июле. Ну, наверное, что-то не прошляпить в июне и в мае для вас будет важно. А под пятерки кубков это мелкая карта. И эта карта, с одной стороны, та хандра, которая может быть из-за усталости. И нам говорят, что наша задача развернуться просто на 180 градусов и увидеть вот эти самые два полные кубка, увидеть возможности. По этой карте возвращаются либо люди из прошлого, либо знаете, может показаться какая-то ситуация, словно она в моей жизни уже была, вот какое-то дежавю. Или какая-то история, словно о себе может напомнить. И что бы это ни было, по этой карте мы не оглядываемся назад. Мы не замираем, не обесточиваем себя, словно думая или пытаясь что-то переделать, кстати, из прошлого, реанимировать. Или попытаться как-то тут вот обдумать. Мы не должны по этой карте застрять в какой-то ненужной философии глубокой на мелком месте. Нам здесь вообще в принципе могут помешать эмоции со знаком минус. Думайте позитивно, иначе что-то нам, как какая-то обратка прилетит в июле. Такое ведь тоже может быть. Поэтому вот будьте осмотрительны. Давайте посмотрим, что у нас дальше. 5 минут до старта или, знаете, карта, когда мы сильны. И в герметической колоде Таро это карта великой мощи, когда у нас практически, знаете, в руках сосредоточены и как какие-то ресурсы, так мы очень здраво смотрим на жизнь, так и есть элемент, когда мы говорим 5 минут до старта, то есть мы видим какие-то свои перспективы, и мы уже стоим, раздумываем, какую правильную стратегию, тактику выбрать. Да, перед нами какие-то еще открываются возможности. Это как внутри мы чувствуем свою собственную значимость и ресурсность, так и извне, как будто, правда, много чего мы можем совершить, порешать. Для кого-то из вас путешествие, или вы надумаете какой-то переезд, опять же, как будто будут перемещения, мои дорогие скорпионы, может быть, не так далеко у кого-то, а у кого-то и другая страна, и, может быть, придется учиться чему-то новому, начиная буквально с изучения языка. Тут могут быть как и предложения уже, повторюсь, в августе, и поэтому что-то вам будет важно просчитать. И по этой карте мы должны постоянно контролировать ситуацию. У нас как будто это нам по силам, потому что есть уже стабильность. Но мы не должны ослаблять хватку, если можно так выразиться. Мы не должны где-то тут уповать на его величество случай. Нам, может быть, придется воспользоваться какой-то важной возможностью, и поэтому быть в моменте здесь и сейчас просто необходимо. В летом для вас в принципе много возможностей, и важно
Вот не допустить, одна только карта у нас минусовая, именно когда мы начнем что-то там анализировать, думать или притягивать, или, может быть, даже если появились какие-то люди на нашем горизонте, мы можем словно попытаться какие-то отношения проиграть еще раз. Как будто нет смысла, только потратим время и силы. Хорошо, смотрим дальше. Сентябрь, ух ты, туз пентаклей. С одной стороны, безусловно, и в этой колоде получение денег, получение каких-то документов, получение согласований, решение многих вопросов. Ну, вообще, туз пентаклей. С другой стороны, правда, не в этой колоде, пусть в другой, но все же пентакль, он круглый, похож на рулетку, да, как на колесо фортуны. И поэтому 50 на 50 может быть. Может прийти как какое-то известие, иногда это проигрывается, которое нас вообще выбивает из колеи. Иногда это срабатывает. Это та новость, которую мы не можем изменить, и где-то для нас придется скорректировать свои планы. Но впоследствии, даже если на первый момент мы словно испытываем невесомость, мы не знаем, как нам сориентироваться, у нас вроде все распланировано было, тут бац, тебе все идет как-то не так, кувырком. Но это будет очень короткий период, мы все это быстренько отстроим, и, скорее всего, впоследствии мы поймем, зачем нам было это нужно, вот что-то в виде новости или каких-то событий, которые приходят в сентябре. Но я надеюсь, вот этот элемент или момент, он проиграется не для всех, а может быть кому-то одному просто это важно услышать. А для большинства это будет просто именно согласование как и документов, и получение денег, получение просто прибыли, каких-то возможностей. И все же больше как шанс эта карта проигрывается именно в колоде Таро Иллюминатов. Что у нас в октябре? А вот так. Вы императоры, мои дорогие. Буквально. Энергия императора очень холодная энергия. Он ни на кого не рассчитывает. Это, кстати, очень по Скорпионе. Скорпионы тоже. Пока все бегают, паникуют, кричат и жалуются, Скорпион засучил рукава и делает. Это ваша сильная, безусловная сторона. Нет у других вот такого, ну, наверное, видения и такой решимости, которая проигрывается у Скорпиона. Может быть, благодаря тому, что у вас интуиция работает великолепно. Потому что если кого-то другого то или иное событие может выбить надолго из колеи, вы можете благодаря, опять же, интуиции быстро проанализировать, словно прочувствовать, в какой стороне растет трава. Вот мне туда и надо. И как раз по императору он ни на кого не рассчитывает. И у него есть план А, план Б, план С. Он свою цель, он понимает, с одной стороны, что всегда будет что-то, что словно нарушает эти планы. Но вот мою цель как раз ничто не должно нарушать. И поэтому он готов принять с гордой осанкой те обстоятельства, которые постоянно меняются вокруг нас. И он подстроит свою цель все равно, так или иначе, найдет и способы, найдет и возможности для того, чтобы свое дело продолжать. И в этом его как раз сильная позиция. Для вас будет важно, как ваш престиж, ваш имидж, мои дорогие, ваша статусность. Для кого-то из вас поменять будет статус, возможно. У кого-то, возможно, через личную жизнь, а у кого-то через деньги, через какую-то новую должность, через прогресс в бизнесе. Ну или вот каким-то образом здесь есть перемены. Все-таки император у нас выпадает. И это, безусловно, накладывает на вас еще и ответственность. Увы, не бывает так, да? Если нам дают какие-то рычаги влияния, значит, там же и ответственность в той же стороне. И поэтому мы где-то должны понимать, может быть, меру вот этой ответственности, что кто-то от нас может зависеть. И здесь у каждого ситуация по-своему, смотря чего это проигрывается. По должности это значит коллектив какой-то будет, а если меняется ваша личная жизнь, значит, есть люди в вашей жизни, которые тоже где-то будут от вас зависеть. И от вашей правильной стратегии и тактики на последующее время будет зависеть как успех, так и последующие победы, так и, в принципе, благополучие. По карте император можно до бесконечности, конечно, перечислять, но если мы говорим про
какие-то ваши согласования по документам или какой-то прогресс в делах. Безусловно, да, мы можем оказаться среди других людей, которые по лестнице иерархии выше, чем мы, и завести полезное знакомство. И если мы отправляемся куда-то что-то подписывать, тут как будто люди будут нас даже замечать. Они захотят с нами общаться. Прекрасно. Смотрим ноябрь. Еще один старший аркан. Интересно, словно, смотрите, у вас получается карта звезда, и я сказала, словно мы что-то вот должны распланировать на длительный период времени. Дальше у нас идет 21-й старший аркан, мир. Это как мы получаем какой-то итог. И в последующие месяцы, июль, август, сентябрь, октябрь, мы словно что-то можем как начать, так и продолжить, и получить еще какой-то результат, и опять словно какой-то старт еще на будущее. Знаете, это как экзамен жизни. Мы один уровень прошли, сдали экзамен, перешли на другой. Подводим знаменатель и опять идем вперед. И нам выпадает 20-й старший аркан, страшный суд. Очень добрая карта, когда избавление от страданий, от боли, когда карта возрождения в целом. Когда перед нами, вот нам просто ангел трубит о том, что... помни о том, что я тебя поддерживаю. Просто доверься где-то как пространству, так и своим собственным возможностям. Обязательно верь в свою звезду, в свою мечту, в самого себя. И у тебя в последующем все сложится намного лучше, чем ты даже мог предполагать. И я повторюсь, наверное, правильные мысли, мои дорогие маги и волшебники. У Скорпиона железно проигрывается, что ему нельзя впадать как в апатию, в какую-то депрессию, в какую-то хандру, в какое-то переосмысление, в глубокую философию. Вам туда не надо до конца 2023 года, это точно. И даже в ноябре вы словно можете почувствовать, как, знаете, что-то сбылось, что-то состоялось. И я теперь чувствую себя как более свободным, так и более ресурсным. И уже еще какие-то планы или перспективы вы можете себе как и намечать, так и предложения могут быть. И что у нас в декабре? Ну, шикарно. Да, для вас 2023 год, надо сказать, что удачен может быть именно по финансам, но оно и, если мы говорим про ось вот эту Телец-Скорпион и про затмения, которые проходили как раз на оси Телец-Скорпион, ваша задача здесь ведь, словно мы выстраиваем свое благополучие через правильное отношение к самому себе и через правильное общение с людьми. И вот, видимо, вы достигаете уже к декабрю того, чего вы хотели. Это карта эгоиста. Отчасти нам говорят, что себя надо побаловать. Какой-то период мы выдержали что-то, видимо, куда-то не сорвались, может быть, эмоционально. И, правда, были в предыдущие, я помню, расклады. Одно время выпадали карты, 15-й аркан, когда важно было не пойти в разнос. Так и важно не пойти где-то по волне какой-то хандры, воспоминаний, каких-то ненужных переосмыслений. Все лежит на повестке дня. Все стоит у причала вот какого-то конкретного дня и ваших планов. И здесь мечты наши сбываются. Вот это и есть та самая реализация, то благополучие, то изобилие, процветание. Вообще-то по этой карте вот оно конкретно и есть. Но, посмотрите, девятка. И по нумерологии 9 всегда преддверие перемен. Поэтому я так думаю, какая-то передышка будет у вас в декабре. И на 2024 год уже с новыми силами какие-то новые свершения и новые возможности. Но, безусловно, когда вы собой остаетесь довольны. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Будьте счастливы.